У нас в магазине среди акустических гитар есть электроакустические гитары. Это акустические гитары, которые имеют звукосниматель. Кто же все-таки покупает такие гитары, для чего они вообще нужны? Электроакустические гитары берут обычно для репетиции, для концертов и для записи. Включают, как правило, в такую систему акустическую. Это может быть звуковая карта, это может быть просто какая-то акустическая активная система. Ну и давайте поподробнее разберем все-таки, какие бывают виды звукоснимателей, и на каждый поиграем. Вот у меня в руках первая гитара, которая имеет пьезозвукосниматель. Он находится вот здесь под косточкой, в нижнем порожке. Внутри это такая металлическая пластинка, которая имеет такую же длину, как вот этот порожек, и снимает вибрацию со струн. Очень ровный, очень плотный звук дает именно пьезозвукосниматель. Следующая гитара у нас будет с необычным датчиком. Вообще компания Taylor делает очень интересные звукосниматели. Он находится между пинами и косточкой. Здесь три элемента, которые также регулируются по силе прижатия изнутри к бриджу. И, соответственно, тоже можно регулировать какие-то частоты. Играет то же самое. Здесь я бы сказал, что звук средненький такой уже между пьезой и микрофоном. Микрофоном мы чуть попозже послушаем. Более, я бы сказал, более живой, чем обычная пьеза. Поехали дальше. Теперь уже с микрофоном. На этой гитаре, помимо пьезозвукоснимателя, который также здесь находится, еще есть микрофон. Сейчас я его достану. Он отходит от темброблока изнутри. Вот на специальном вот таком креплении, которое тоже может крутиться вокруг своей оси, и можно регулировать тоже глубину, либо какие-то окрасы по звучанию по общему. Он выглядит вот так. Также на темброблоке есть отдельно два регулятора, которые регулируют уровень отдельно пьезы и отдельно микрофона. Микрофон сам по себе отдельно не работает, он просто подмешивает к пьезе, и, соответственно, гитара в подключении становится более живой. Становится еще более живым. То есть как будто прям любые шуршания, любые колебания пальцами по струнам, все это очень хорошо слышно. Сейчас продемонстрирую еще как раз, как вообще работает микрофон. То есть в любом месте, где бы вы ни коснулись, все это очень хорошо слышно, потому что инструмент становится живой. Да, то есть, значит, вывод какой? Именно звукосниматель совместно с микрофоном дает более живой, более чувствительный звук, который как раз не прощает каких-то ошибок или огрехов. То есть нужно, конечно, играть очень качественно. Стараться звук извлекать именно без всяких ошибок. Так, переходим дальше. Дальше будет у нас чудо космического характера. Эта гитара, она тоже, кстати, очень популярна на сегодняшнем рынке гитар. Трансакустическая гитара, которая имеет свои внутренние эффекты. То есть помимо пьезы
который находится здесь внутри. Есть еще микрофон, он находится под тембр-блоком. И плюс еще имеются свои собственные внутренние эффекты. Там такой маленький процессор с динамиком. Вот сейчас я играю без подключения, то есть я убрал полностью громкость. Сейчас я включаю трансакустический датчик и добавляю громкости. Смотрите, какое чудо происходит. Появляется уже ревер внутренний. Сейчас мы добавляем еще эффект хоруса. Добавляем дилей. И смотрите, будет повторяться. Можно ударить по аккорду и пойти домой. Он будет повторяться, повторяться, повторяться. Вот такой звукосниматель. И помимо того, что эта гитара обладает своими собственными внутренними эффектами, ее можно также легко подключить в систему. И все те эффекты, которые находятся здесь, их также можно уже не там регулировать на комбо-усилителе, а уже здесь внутри, у себя под рукой. Также дилей, также хорус. Добавляем еще микрофончик. Вы спросите, для чего это отверстие? Очень просто. Переворачиваете, ставите сюда бутылку. И на кухне можно петь песни. У Ovation тоже пьезозвукосниматель, который также здесь находится, но он немножко необычный. Он состоит из таких маленьких кристалликов, которые находятся также под этой косточкой, и они снимают каждую струну, то есть каждый кристаллик снимает все 6 струн отдельно. Из-за этого, конечно, Ovation очень любят люди, которые действительно выступают на сценах, поют, играют, потому что этот инструмент обладает наименьшим фидбэком. Фидбэк и обратная связь, когда от мониторов начинается заводиться инструмент, вот такие гитары этого эффекта практически лишены. И это очень здорово, потому что когда возникают трудности с фидбэком, артист на сцене действительно не знает, что делать. Звукорежиссер начинает за голову хвататься. Вот эти гитары этого лишены. Здесь очень плотный компрессированный звук. Очень жирные, очень плотные. Эти гитары очень хороши для живой музыки, для сцены. Итак, значит, подводим итоги. Традиционный пьезозвукосниматель. Пьезозвукосниматель, состоящий из 3 блоков. Пьезозвукосниматель с микрофоном. Трансакустический датчик, тут же и пьезо, и микрофон, и эффекты внутренние, и пьезозвукоэлемент, состоящий из 6 таких маленьких кристалликов, которые здесь находятся под косточкой, тоже очень крутой звук. Все эти звукосниматели хороши и подходят, как правило, для всего.
Я вам дам небольшой ориентир. Вот эта гитара хорошо подходит для сцены, скомпрессированный плотный звук, обладает наименьшим фидбэком. Это традиционная классика, подойдет вообще для всего, для чоса, для рока, для джаза, для блюза. Тейлоры со своим звукоснимателем дают такой попсовый характерный оттенок, подходит хорошо для студии, для записи тоже отлично. Мейтон с микрофоном для фингерстальщиков, очень живой звук, можно играть перкуссию, можно играть какие-то живые, скажем так, элементы. Отлично подойдет именно для этого. И трансакустическая гитара подойдет для домашнего музицирования, если вы ищете свой звук, если хотите познакомиться вообще с этими эффектами, с хорусом, с дилеем, начать сочинять и так далее. Отличная гитара для дома также подойдет. Все это дело вкуса, конечно, и вы можете меня совсем не слушать, все это субъективно. Вы просто сюда приходите и попробуйте все гитары, которые имеют звукосниматели.